Нью-Йорк, весна, деревья в цвету, воздух наполнен ожиданием. Сегодня обещают дождь, но даже дождь не помеха. Куда спешат все эти люди? Они спешат на парад. Давайте последуем за ними, туда, где начинается настоящий праздник. И погода, честно говоря, немножко не парадная, довольно прохладно и собирается дождь. Я думала, сегодня никто не придет, но кто же победит, дождь или нью-йоркцы? Иду к 5-й Эвеню и уже вижу вокруг яркие необычные наряды. Но это Нью-Йорк. Здесь даже приближающийся дождь не в силах отменить праздник. Огромная очередь людей выстроилась, чтобы посетить собор Святого Патрика. Для многих это уже пасхальная традиция. Здесь можно увидеть разные образы, яркие, смелые, иногда даже очень откровенные. Давайте посмотрим. Оранжевое настроение, словно из той самой песни. Оранжевое небо, оранжевое море. Воздушный шар рвется прямо в небеса. Полный пасхальный комплект. Туча к дождю, одуванчик к солнцу, морковь и заяц к празднику. Зонты раскрываются, как цветы, шляпы под надежной защитой, ведь здесь это самое ценное. Люди улыбаются, с удовольствием позируют и даже делают комплименты. Какая у меня красивая шляпа и зонтик. У этого парада есть своя история. Еще в середине 19 века после пасхальной службы люди выходили на 5-ю Эвеню показать свои новые наряды и шляпы. Со временем это превратилось в настоящий праздник фантазии, где каждый может стать частью яркого шоу. Перед нами девушка в образе филина или все-таки совы. Я все никак не разберусь, в чем разница. А как думаете вы? Пишите в комментариях. Сначала подумала заяц, а это собачка с розовыми ушками. Такая же очаровательная, как и ее хозяйка. Герберы, солнечные цветы, словно сама весна, притягивают взгляд. Я снимаю, меня снимают. И у всех отличное настроение. По-моему, на этом параде папарацци и блогеров было даже больше, чем тех, кто пришел представить свои костюмы. О, вот они здорово подготовились. Даже зонтики украсили. Но цветы решили подружиться и запутались между собой. Бывает. Словно с улиц Нью-Йорка высокий рожок мороженого, усыпанный яркой сладкой посыпкой. Рядом хрустящий вафельный конус. И та самая мелодия, от которой сразу хочется мороженого. Как же я люблю такие парады, где никто не марширует строем, не несет лозунги, где все происходит от души. Люди просто приходят и делятся своей радостью. Готовятся иногда целый год, создают свои образы, а кто-то работает с дизайнерами, чтобы продумать каждую деталь. Это кропотливый труд. Но главное, с чем приходят, это открытость и душевность. Смотришь на это и понимаешь, людям не нужны войны, людям нужна радость. Как же важно просто жить в мире. Дождь усиливается, даже лебедь с черными лебедятами уже подмок, но не сдается. А вот и пешеход без головы. И, честно говоря, загадка, как он вообще находит дорогу.
Чайник с настроением. Одно лицо нарисованное, другое настоящее. И маленький тюльпанчик, как вишенка на торте. Его шляпа собрана из пластиковых предметов, словно напоминание о том, сколько всего мы выбрасываем. Этот персонаж выражает свой протест против загрязнения нашей планеты. Идет дождь, но это не мешает нью-йоркцам погрузиться в эту атмосферу радости, веселья и хорошего настроения. Многие пришли сюда со своими питомцами. Сколько вокруг милых собачек! Особое тепло этому параду придают участники старшего поколения. Посмотрите, какие у них яркие образы, какие они веселые, как с удовольствием позируют. Кажется, погода для них совсем не важна. Они просто наслаждаются этим днем. Дождь, конечно, заставил поредеть ряды всех участников, потому что дождь проливной и довольно-таки сильный. Но нью-йоркцы не сдаются. Увидела яркий наряд, но не ожидала, что это целая семейка кроликов. Папа, мама, дочка и внучка. И их любимец, маленький кролик. Нет предела фантазии и креативу. Каждый год этот парад открывается для меня заново. И ни разу я не увидела двух одинаковых воплощений. Сколько света, доброты и радости в ее улыбке. Напротив собора возвышается скульптура Титана Атласа. Он держит на своих плечах целый мир, напоминая каждому из нас о нашей ответственности за него. Шпили собора взлетают в небо, а очередь к нему все не заканчивается. Желающих попасть внутрь по-прежнему много. Люди стремятся прикоснуться к этой святыне. И несмотря на дождь, люди все равно пришли, чтобы показать, какие нью-йоркцы яркие, свободные и по-настоящему стойкие. Потому что здесь праздник не про погоду, а про состояние души. В этом году Пасха ранняя, 5 апреля. И я всегда задавалась вопросом, почему же ее дата каждый год меняется? От начала апреля до конца мая. Оказывается, все довольно просто. Пасху празднуют первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Поэтому дата и плавает. Все зависит от Луны и Солнца. Церковь Святого Томаса – одна из самых красивейших на 5-й Эвеню. Она была построена в 1913 году и, несмотря на сравнительно молодой возраст, обладает своей особой атмосферой. Здесь регулярно проходят концерты, о которых рассказывают афиши. Это церковь, которая живет звуком. В праздничные дни, особенно на Пасху, сквозь динамики на улице можно услышать орган, звучащий внутри. Этот звук выходит за пределы стен и будто мягко касается каждого. Внутри все наполнено музыкой. Орган звучит глубоко и проникновенно, наполняя пространство особым настроением. Я слушаю эти звуки, и они постепенно наполняют тишиной и светом. Музыка словно замедляет время, и в этот момент хочется просто присесть, помолчать и подумать о самом главном – о мире, о том, как важно сохранять в себе доброту и уважение друг к другу.
И, может быть, именно в такие тихие мгновения рождается желание жить в мире. В Нью-Йорке огромное количество религиозных зданий, церкви, соборы, синагоги, мечети, буддийские храмы. Город словно собирает в себе веру со всего мира. Дождь закончился, парад тоже, но хорошее настроение и воспоминания об этом дне останутся у нас надолго. Все проходит, но в объективе фотографа этот день остается жить. Понравилась вам моя шляпа? Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!